Почему люди меняют пол, из-за чего начинаются войны и почему тебя так ненавидят бабки возле подъезда? Одна из важнейших причин этих явлений – идентичность. И именно про идентичность мы поговорим сегодня в проекте АРУ ТВ «Изи за политику». Меня зовут Артем Остапенко. Итак, идентичность. У идентичности огромное количество определений, потому что сама идентичность как феномен, как понятие не вписывается в одну какую-то сферу знаний и выходит как за границы психологии, политологии, этнологии, и в общем охватывает разные сферы как научного знания, так и в жизни общества. В первую очередь, что надо знать про идентичность? Это то, что идентичность бывает персональная и групповая. Образ «я» и образ «мы». Это субъективное отождествление человека с конкретной группой, с каким-то объектом, самоидентификация. Ответ на вопрос «кто я?». Идентичность может как отражать реальные признаки поведения человека, так и отличаться или противоречить реальности. Это с точки зрения психологии, с точки зрения классического психоанализа, то идентичность — это наше эго, это наше «я», это нашего «я» тождественность и непрерывность. Это как бы узнавание себя через установление тождественности, эмоциональной связи с каким-то объектом. Это такой процесс, в результате которого индивид, особенно на этапе формирования структур психики, ведет себя или воображает себя ведущим так, как ведет себя другой человек, с которым эта эмоциональная связь существует. А вот групповая идентификация — это уже отождествление себя с какой-либо большой или малой социальной группой или общностью на основе принятия ее целей и ценностей, осознания себя членом этой группы, разделяя ее ценности и чувствуя к ней принадлежность. Важно для идентичности сейчас понять то, что мы живем во время, когда идентичность претерпевает большие трансформации как определение научное, и как мелкие идентичности нас с вами, того, с кем и с чем мы себя отождествляем. Идентичность имеет важную роль в глобальных государственных, социально-экономических процессах. Субъективная, по сути, идентичность имеет объективные последствия, потому что каждый из нас принадлежит к множеству социальных групп. Политическим, экономическим, религиозным, гендерным. И эта принадлежность может как отражать реальное положение дел, в том случае, когда человек соответствует определенным признакам этой группы. Например, мужчины и женщины как биологический пол по признаку первичных половых признаков. Русский, еврей и англичанин по признаку этнического происхождения, этническая идентичность. Или, например, россиянин, израильтянин, британец по признаку гражданства, гражданская идентичность. Во многих других случаях принадлежность к социальной группе может быть определена по признакам, которые имеют не столь точный, не столь ярко выраженный, четко очерченный, конкретизированный характер. Например, человек по признаку знания и соблюдения канонов конкретной религии, демократ по признаку, допустим, принятия и разделения демократических ценностей, свободы, равенства, законности, представитель среднего класса, классовая идентичность — это, конечно, будут качество жизни, уровень дохода, гражданская активность, например. Идентичность может строиться и на дифференциации от других отличий, например, в маркетинге. Мы говорим о брендах, допустим, бренд identity, то, что называется. Отличительные особенности бренда, его индивидуальность, бренд personality, или то, что называется сейчас ДНК бренда, это то, как бренд отличается от других. Исторический опыт свидетельствует о том, что сторонами международных конфликтов являлись монархии, нации и идеологии. Американский политолог и социолог Сэмюэль Хантингтон еще в начале 90-х годов 20 века в работе «Столкновение цивилизаций и переустройство мирового порядка» спрогнозировал возникновение мировых конфликтов по причине разностей цивилизационных идентичностей. Цивилизация — это как раз-таки локализованное во времени и пространстве общество, представляющее собой единую политическую, экономическую, социальную и духовную систему.
То есть можно назвать и идентичность. И Хантингтон на основе этнокультурного разделения выделяет 9 видов этих цивилизаций. Разность их культур, ценностей, норм, убеждений становится причиной конфликтов между ними. Подтверждают эту теорию как раз такие недавние войны новейшей истории в Югославии, в Чечне, в Палестине, Пакистане. Ну и, конечно, нынешнюю войну в Украине также можно назвать столкновением цивилизаций. Это условная западная цивилизация и условно назовем российская цивилизация. Западная включает страны западной части Европы и США. В основе их идентичности, такие более прагматичные, мировоззренческие ценности, как демократия, верховенство права, частная собственность, рыночная экономика, уважение к правам человека и свобода слова. К условно называемой русской цивилизации, российской цивилизации, православной цивилизации, кстати, можно сказать, хотя это уже устаревший термин, но он довольно удачный. Например, абсолютное большинство населения в этих странах исповедует православие. Это Россия, Украина, Молдова, Беларусь, Греция, Сербия, Болгария, Румыния, Северная Македония, Черногория, Кипр. В настоящее время, конечно, конфессиональная общность для этих стран не является ключевой для конструирования общей идентичности, не является таким связующей такой цепью, но до недавнего времени это было так. И для обозначения таких стран использовалась формулировка «славянские государства». То есть этническое происхождение народов этих стран, использование ими славянских языков. А уже во второй половине 20 века для большинства этих стран устойчивым стало обозначение в качестве части Восточного блока или социалистического блока, советского блока. Ядром этого блока, понятно, был Советский Союз. И их общность определялась единой идеологией, экономической системой, соглашением о коллективной взаимопомощи при потенциальном нападении блока НАТО. Варшавский договор. Распад Восточного блока в конце 20 века положил начало переформатированию цивилизационной принадлежности входящих в его состав стран. Такие характеристики стран и народов, населяющих как общность происхождения, конфессия, перестали быть важным фактором цивилизационного единства. И для большинства этих стран определяющими оказались демократические ценности, которые сыграли роль отторжения от России и притяжения к западному миру. Например, из славянских стран большинство или уже являются членами Европейского Союза или НАТО, или являются кандидатами в настоящее время. И этот процесс смены цивилизационной принадлежности, конечно, везде происходил по-разному, где-то более эволюционным, где-то революционным путем. Кстати, Россия после распада СССР тоже активно сближалась с западными странами. Сейчас уже мало, наверное, кто это помнит, но Путин говорил о вступлении России в НАТО. Было огромное количество партнерских программ в сферах и экономического развития, и безопасности, и правосудия, науки, образования. Конечно, сейчас это воспринимается уже как далекое прошлое, и, в общем, было это давно и практически уже неправда. И, конечно, то, что сейчас происходит в России, это и есть тот самый поиск своей идентичности, потому что на протяжении последних 3 десятилетий принимались различные попытки консолидации как общества внутри России, так и союза стран вокруг России. Для этого строились разные идеологические конструкции. Попытки создания такой идентичности до сих пор, в общем, не увенчались успехом. Наверное, самая большая и крупная теоретическая концепция, которая еще жива сейчас, это русский мир, который, в общем, заключается в том, что Россия — это одна из ключевых стран мира, играющая главенствующую роль в мировой цивилизации истории. И русский мир объединяет в единый блок Россию, Украину, Беларусь, а также другие страны, в которых проживают русскоязычное население, так называемые соотечественники. Идеология русского мира основывается на как раз таких традиционных духовно-нравственных ценностях Русской Православной Церкви. С началом войны в Украине термин «русский мир» в западных медиа в общем, широко используется для как раз-таки описания агрессивной внешней политики России, означающей название новой Российской империи. И сегодня уже видно, что судьба проекта «Русский мир» зависит от становления идентичности русскоязычных граждан. Но события последнего времени, особенно 2022-2023 годов, показывают, что традиционно эти самые
этнические, языковые, религиозные основы идентичности, на которых базируется идеология русского мира, они уступают мировоззренческой идентичности, которая базируется на прагматических ценностях, где человек сам определяет, сам делает выбор быть частью того или иного мира. И этот конфликт идентичности характерен не только для бывших союзников России, которые предпочли стать частью западного мира, он распространился и среди россиян, протестующих против политики своей страны и выбравших иммиграцию. И, конечно, конфликт в Украине мы можем назвать столкновением идентичностей, может быть, даже столкновением идентичности прошлого с идентичностью будущего. Вопрос о том, кто я такой и кто мы такие, актуален на уровне этносов и наций. Тот самый образ «я» и образ «мы», о котором я говорил в начале. Сообщество людей, которое охватывает граждан страны. Этнос — это родовое сообщество людей, которое характеризуют такие признаки, как происхождение, язык, культура, хозяйство, территория проживания, сознание, внешний вид и другое. Долгое время нацию образовывал тот или иной этнос. Однако в условиях открытых границ, мобильности, миграции населения, распространения смешанных браков стал вопрос, как соотносится между собой этническая и национальная гражданская идентичность, в чем она проявляется, каковы ее главные черты. Показательны в этом отношении США. Исторически сложилось так, что США — это полиэтничное государство. Гражданами США являются представители разных этносов, и каждый этнос характеризуется своими особенностями. Понятия о происхождении, язык, традиции, особенности быта и прочее. В американской истории известны две модели строительства нации. Первая модель — это модель плавильного котла, которая предполагает биологическое и социокультурное слияние, смешивание всех этносов в однородную нацию американцы. А вторая модель — это так называемая модель салатницы, которая возникла в противовес модели плавильного котла. И это модель построения нации, в которой разные этносы мирно сосуществуют друг с другом и сохраняют свою культуру и самобытность. Сегодня нет сомнений в том, что при такой пестроте этнической структуры в США они все являются частью единой нации американцы. Как нацию их объединяет приверженность к определенным ценностям, демократия, свобода, прав человека, а также единая массовая культура. Плюралистическая модель характеризует страны современной Западной Европы. Многие граждане являются представителями местных этносов или уроженцами страны гражданства или проживания, но сохранили свою этническую культуру и идентичность. И при этом они вполне себе интегрированы в политическую и гражданскую нацию. Мы знаем много таких случаев со знаменитыми спортсменами, деятелями шоу-бизнеса, актерами и так далее. Для людей, родившихся на территории других стран, являющимися представителями определенных этносов, которые существенно отличаются от этносов, населяющих страну проживания, гражданская идентичность формируется посредством системы образования, СМИ и масс-медиа. И судя по тому, в какие сроки иммигранты получают гражданство, то и формирование гражданской идентичности, ознакомление с особенностями страны, принятие ее норм и правил, интеграция в местное сообщество требуется на это все порядка 5 лет. Хотя думаю, что это время становится все короче и короче. Тем самым этическая идентичность может быть устойчивой на протяжении всей жизни, тогда как национальная гражданская идентичность очень изменчива и меняется в зависимости от страны проживания, изменения границ стран проживания. Гендерная идентичность. В последние годы много споров ведутся вокруг гендерной идентичности. Происходит путаница между понятиями пол, гендер, сексуальная ориентация. Вспоминается бородатый анекдот 90-х годов. Новый русский, впервые вылетающий, за рубеж, заполняет миграционную карту и в графе «секс» пишет 2 раза в неделю. Он перепутал пол с сексуальным поведением. Пол — это биологическая характеристика человека, совокупность анатомических, физиологических, биохимических и генетических характеристик, отличающих мужской организм от женского и могущих применяться как по отдельности, так и в комплексе для идентификации и развлечения мужчины и женщины. Для каждого пола характерны свои особенности. А гендер — это уже социальная характеристика человека, совокупность свойств и ролей, к которым в конкретном обществе относятся маскулинность
и феминность. Внешние атрибуты гендера, длина волос, макияж, стиль одежды имеют свои особенности в разных обществах. И это вопрос стереотипов. Воспринимать эти атрибуты как признак маскулинности или феминности. Женщины уже 100 лет примеряют на себя мужские образы, и это не делает из них мужчин. Так и то, что длина волос, юбки, макияж, аксессуары не делают из мужчин женщин. Все это не связано со сменой гендерной идентичности. И вот этот самый трансгендерный переход – это процесс приведения гендерной роли тела человека в соответствии с его внутренним самоощущением, гендерной идентичностью. Трансгендерный переход может включать в себя как социализацию в новой гендерной роли, смену паспортного имени, юридического пола, так и медицинские процедуры по изменению внешних половых признаков. Огромное количество знаменитостей, первые, наверное, самые нашумевшие были братья и сестры Вачовски, которые сделали гендерный переход, и сегодня, в общем-то, это уже не является сенсацией. Гендерный переход — это довольно радикальная мера, но мы видим все больше случаев, когда смена гендерной идентичности не сопровождается юридическими и биологическими изменениями. Современные гендерные идентичности не ограничиваются лишь бинарными мужчинами и женщинами. Это целый спектр идентичностей. Таких людей называют небинарными. И лишь гендерная идентичность изменчива и сочетает как мужской, так и женский гендер. Ну а таблицей гендерных идентичностей мы и завершим наш сегодняшний выпуск. Можете изучить и, может быть, выбрать для себя что-то новое. Это был проект АРУ-ТВ «Изи за политику». Меня зовут Артем Остапенко. Подпишитесь на наш канал и напишите в комментариях, на какие темы вы бы хотели увидеть новые выпуски нашего «Изи». Поставьте лайк этому выпуску и до скорого.